Друзья, всем привет! Ранее на своем канале я публиковал ролик о приводнении самолета Ту-16 в Тихом океане. Это трагическая история о том, как в феврале 1988 года в океане совершил вынужденную посадку самолет Ту-16 317-го отдельного смешанного авиаполка экипажа командира корабля капитана Константина Ефремова, аэродром базирования Елизово. В результате этого трагического случая командир оказался единственным выжившим из всего экипажа. 5 членов его экипажа погибли. В первом ролике были допущены некоторые неточности, и я хочу поблагодарить зрителей за комментарии, благодаря которым открылись новые подробности этого летного происшествия. Поэтому я решил выпустить второй ролик, который основан на воспоминаниях самого участника авиакатастрофы капитана Ефремова, а также свидетельствах участников тех событий и сослуживцев членов экипажа Ту-16. Сегодня я расскажу вам о удивительной истории выживания летчика в экстремальной среде, о беспримерных силе воли и силе духа, которые помогли выжить летчику и преодолеть испытания в нечеловеческих условиях. Этот случай доводился до всего летного состава и в том числе послужил обучающим материалом в тренировочных центрах по выживанию для летчиков. Летное происшествие случилось 26 февраля 1988 года. Необычайно морозный зимний день клонился к закату, когда с экранов береговых радаров Камчатки пропала отметка самолета экипажа капитана Ефремова. Исчез разведчик Ту-16, который вот уже несколько часов в паре с таким же самолетом отрабатывал учебный бой над Охотским морем против 2 истребителей МиГ-31. Задание было выполнено, самолеты разошлись. Первый Ту-16 уже заходил на посадку. Начал снижение и второй. Ему оставалось чуть больше 100 километров до берега, и тут остановились оба двигателя. Экипаж на вызовы не отвечал. Из воспоминаний командира Ту-16 капитана Ефремова. Я шел вторым с интервалом в 20 минут. Первый экипаж уже заходил на посадку. И вдруг у меня при снижении остановились оба двигателя. Мы сделали попытку запустить двигатели. Одну, вторую, третью. Все было тщетно. Двигатели не запускались. После 5-й попытки запуска стало ясно, их не запустить. Энергии в аккумуляторах совсем не осталось. Отказало связное оборудование, не работало внутреннее переговорное устройство. На Ту-16 экипаж 6 человек. Второй пилот и штурман находятся рядом со мной, в головной кабине. А штурман-оператор за перегородкой в центральном отсеке и еще 2 человека в кормовом отсеке, стрелок и радист. Связаться с ними можно только по внутренней связи. И если нам троим обстановка была понятна, то троим другим лишь по наступившей тишине можно было догадаться о том, что произошло. Дать им команду на катапультирование я не имел возможности. Связь уже не работала. И дотянуть до берега надежды не было. Оставалось только одно – садиться на воду. В инструкции экипажу, как известно, такая возможность не исключается. Но и в жизни это еще никем не было опробовано. Однако в Оренбургском авиационном училище мне пришлось на стажировке недолго полетать на гидросамолетах Б-12. Так что кое-какую практику посадки тяжелых аппаратов на воду я имел. До берега, когда снизились до высоты посадки, оставалось километров 30-35. Если бы под нами не оказалось шуги и ломкого льда, возможно, все и закончилось бы иначе. Но как нарочно, именно с этого места начиналась полоса шуги, протянувшаяся до самого берега. При посадке под днищу затарабанило как из пулемета, и стало ясно, что обшивка фюзеляжа будет побита и покорежена. Из-за деформации фюзеляжа в процессе посадки заклинило аварийные люки. Пробежка по воде закончилась. Самолет покачивался на волнах. Собравшись силами, я выбил руками люк над собой. Холодный воздух тут же ожег лицо. Температура в этот день была минус 17 градусов, а совсем рядом плескалась ледяная морская вода. Ощущение было такое, что еще немного, и она польется в кабину. Я дал команду покинуть самолет через мой люк.
самолете в качестве спасательных средств имелись две надувные лодки ЛАЗ-5. В них спокойно могли бы продержаться длительное время наши 6 человек в ожидании помощи. Но у каждого члена экипажа под парашютом имелась и персональная надувная лодка ЛАЗ-1. Так что надежда уцелеть была. Я выбрался из кабины, освободив путь для выхода товарищам. И хотел было по фюзеляжу пробраться первым делом к отсеку штурмана-оператора. Но от поднятых при посадке брызг фюзеляж покрылся коркой льда. Не сделав и шагу, я поскользнулся и свалился в воду. Как известно, летаем мы не в скафандрах, и я промок тут же до нитки. Но даже на то, чтобы почувствовать растерянность, не осталось времени. Вплавь добрался до крыла, влез на него, подтащил парашют, спасательную лодку, нас, неприкосновенный аварийный запас. И тут увидел, что открывается люк аварийного выхода штурмана-оператора. Лицо его было в крови, видно, при посадке его здорово тряхнуло. У него были повреждены ноги ниже колен, разбита голова. Я быстро поспешил ему на помощь. Привел в действие кран наддува его спасательной лодки, помог ему перебраться в нее и оттолкнул от самолета. Правый пилот уже был на плаву в своей лодке, а штурман продолжал оставаться в самолете. Он пытался выпустить ЛАЗ-5 главную лодку, находящуюся в специальном люке, сразу за кабиной по правому борту фюзеляжа. При аварии достаточно поворота крана, находящегося в кабине, чтобы она вывалилась на воду уже в полной готовности, надутой, с наличием аварийного запаса спасательных средств. Но и этот люк заклинило, лодка не выпускалась. Прошло уже минут 5, как мы сели на воду. Я еще ничего не успел узнать о стрелке и радисте в хвостовом отсеке. А второй пилот уже говорит: «Командир, самолет начинает тонуть, давайте быстрее отсюда». Я кричу штурману, а тот свое в ответ: «Командир, не могу ничего сделать с краном, лодка не выходит». Я ему приказал прыгать в воду, потому что если бы он начал отстегивать свою лодку от парашютной системы, то сразу бы утонул. Штурман выполнил мое приказание и прыгнул в воду. Я посоветовал ему плыть к лодке второго пилота и лечь грудью ему на ноги. А самолет уже ощутимо осел. Скрылись под водой плоскости. Мою лодку отнесло, и я поплыл к ней. Забрался в лодку и оглянулся. Хвостовой отсек уже был притоплен. Люк, через который должны были покинуть самолет стрелок и радист, находился в воде. Мы к ужасу слышали, как стрелок и радист рукоятками своих пистолетов пытались разбить боковое стекло задней гермокабины. Входной люк хвостового отсека, где находились два прапорщика, открывался вниз. Они стреляли в стекло, но оно было пуленепробиваемым даже для 20-миллиметровых снарядов, не то что для пуль 9 мм. По всей видимости, при приводнении люк кабины заклинило. В общей сложности самолет находился на плаву минут 8, не более. Внезапно он резко пошел на корму, задрал нос и ушел под воду, унося с собой двух наших товарищей. 4 остались на пустынной морской поверхности. У 2 по лодочке, 2 на одной. Как выжить и как уцелеть в этой ситуации? Через минуту какую-то лопнула лодка правого летчика. Он и штурман оба оказались в воде. Хорошо, что все мы были недалеко друг от друга. Правый летчик подплыл ко мне, лег грудью на ноги, а штурман лег грудью на ноги штурману-оператору. Теперь из нас только он один еще не испытывал ожога ледяной воды. Но оператор был серьезно ранен. Стали осматриваться, и чудо! Метрах в 400 от нас, видим, колышется оранжевая надувная пятиместная ЛАЗ-5, пустая. Как она там оказалась, одному богу известно. То ли при посадке ее успели выпустить стрелок с радистом, то ли ее просто выкинуло при тряске. Но для нас это был подарок судьбы. Сразу прибавилась надежда на спасение. Поплыли к лодке. Грести приходилось руками. Я был в шевретовых перчатках, у остальных перчаток не было. Мешал острый лед. До лодки добрались мы только через 40 минут. Она оказалась перевернутой кверху днищем. Я подсадил второго пилота. Он взялся за боковой фал и методом падения на спину потянул фал на себя, перевернул ее. Штурмана-оператора мы решили не тревожить. Он остался в своей лодочке. А мы втроем перебрались в ЛАЗ-5. Ступней и ног я уже не чувствовал. Руки тоже мне не подчинялись. Холод давал себя знать.
А надо было еще средства спасения, что имелись в лодке, подготовить и привести их в рабочее состояние. Шевретовые перчатки, хотя и помогли грести, когда плыли в шуге, но теперь они полностью раскисли, и я их снял. У остальных руки были сильно изранены. У меня в кармане оказались шерстяные вязаные рукавицы. Я их отдал штурману. Он их надел, и мы распределили, кому чем заняться, чтобы быть готовыми встретить помощь. Надеялись, что вскоре придут вертолеты. Приготовили сигнальные ракеты, весла, достали рацию. Очень трудно оказалось соединить радиостанцию с блоком питания. От холода резиновая манжета блока задубела. Пришлось ее срезать ножом. А руки не подчинялись, намертво соединить блок питания с рацией мы так и не смогли. Но все же мне удалось передать в эфир сигнал бедствия. Рацию после передачи я сунул за пазуху. Почему туда, а не в карман? Да потому что замки карманов я расстегнуть уже не мог. Но тут мы заметили, что задний борт нашей лодки просел. Очевидно, от ударов о лед в резине появилась микротрещина. Но отыскивать ее, а тем более заделывать, не было возможности. Когда мы, все мокрые, забирались в лодку, то занесли в нее много воды. Она плескалась поверх днища. И все, что мы могли сделать в этом положении, так это перекрыть хотя бы краны, чтобы воздух уцелел в носовых секциях. Очень долго я занимался с правым краном. Руки совсем не подчинялись. А резина от мороза сделалась твердой, неподатливой. Но все же перекрыть кран удалось. За левый кран я уже не стал браться. Над нами появился самолет Ан-12. Я достал рацию, но работать с ней один уже не мог, руки не держали. Штурман прижал рацию с блоком питания к груди, а я большими пальцами нажимал на тангенту и передавал. Сначала голосом, свои позывные, сигнал бедствия, а потом надавил на тангенту, чтобы в эфир шел непрерывный сигнал. Тем временем самолет развернулся и пошел курсом в нашем направлении. Мы поняли, что наши сигналы там приняты, выходят на нас. Теперь им только бы увидеть нас. Кое-как, собрав рацию, я сунул ее штурману под куртку, а сам поднял свою спасательную лодку кверху оранжевым днищем и попытался ей сигналить, надеясь, что так нас быстрее заметят. Но самолет сделал один круг над нами, второй и ушел. Откуда нам было знать, что у него было горючее на исходе? Он возвращался откуда-то, а диспетчер попросил его нас поискать, если будет такая возможность, что пилоты и сделали. Как потом выяснилось, с Ан-12 нас не разглядели, но радиосигналы услышали. Мы же были уверены, что нас заметили, и Ан-12 пошел на аэродром, чтобы направить к нам вертолеты. Порадовавшись этому, мы как-то выпустили из поля зрения правого летчика, а он, оказавшись у нас за спиной, упал на просевший борт лодки. Тело его забилось в судорогах. Затем он как-то весь выпрямился, задеревенел и стал съезжать за борт. Вместе со штурманом мы бросились стягивать второго пилота в лодку. Попытались заставить сесть, но согнуть его никак не удавалось. Тогда я впрыгнул в маленькую лодку, стал помогать штурману с воды. Но тело пилота съехало с борта Лас-5, и он оказался у меня в ногах. Я пытался привести его в чувство, расшевелить, бил по щекам, просил очнуться. Он вроде пришел в себя, попытался что-то сказать, но речь его была нечленораздельной. А потом он захрипел и скончался. Умер у нас на глазах. Мы перенесли его в большую лодку, я примотал его фалом к борту, чтобы не смыло волной. Подняв голову, я чуть не вскрикнул. Метрах в 300 от нас застыла подводная лодка. Мы не слышали, как она всплыла. Людей на ней не было, казалось, она дремала, как какой-нибудь кит, и я испугался, что так же равнодушно, не заметив нас, она исчезнет под водой. Я взял весло и хотел плыть к ней, стучать по броне, звать на помощь. Но штурман предупредил, не надо, командир. Чтобы добраться до подводной лодки, надо было одолеть полосу метров 150 шуги льда, а это было опасно. Прав был штурман, где-нибудь на полпути можно было остаться без лодки, проколов ее. И тогда уж нам никогда не выбраться обратно. Пришлось расстаться с этим намерением, а подлодка все так же, оставаясь безлюдной, продолжала как бы подремывать в отдалении. Вскоре она погрузилась и ушла. У штурмана-оператора, очевидно, что-то случилось со зрением.
Он хотя и озирался по сторонам, но ничего не видел и все выспрашивал нас, что происходит и как обстановка. Мы объяснили, что самолет нас нашел, скоро придет помощь. И он, хотя к тому времени промерз до костей не меньше нашего, но держался стойко. Наконец появились вертолеты. Мы порадовались, конец нашим мытарствам, но опять осечка. Вертолеты нас искали чуть в стороне. Были моменты, когда они кружили в каком-то километре от нас. Мы не могли их вывести на себя. Когда улетел самолет, радиостанцию я спрятал штурману за пазуху вместе с блоком питания. Рация осталась, а блок питания исчез. Должно быть, когда перетаскивали второго пилота, он выпал у штурмана. Мы искали батарею на дне лодки. Пытались откачивать воду, но так и не нашли. Видимо, батарея выпала в океан. Тогда мы принялись жечь сигнальные ракеты. Сожгли в отчаянии все ПСНД. Расшифровывается как патрон спасательный ночной-дневной. Все было без толку. С вертолетов нас так и не заметили. Сумерки здесь наступают в половине седьмого, и когда стало темнеть, вертолеты удалились. Стало ясно, что до утра помощи ожидать нечего. Вряд ли будут пытаться нас отыскать ночью. Штурман был человеком опытным, много повидавшим на своем веку. «Константин, должно быть, пора прощаться. Не дотянуть мне до утра», — сказал он. На воде мы пробыли часа 3,5, а натерпелись уже предостаточно. И, конечно, я понимал, что продержаться еще часов 10 будет гораздо тяжелее. Но, как и подобает командиру, мысленно отдернул себя. «Держись, командир». И ответил штурману так, чтобы слышал и второй. Что ерунда, мол, ребята, выдержим, дотянем. Берег рядом, есть у нас еще хорошие летчики, способные проводить поиск и спасение в любых условиях. Нас не оставят. Потому что понимал, ни в коем случае нельзя было терять уверенность в благополучном исходе всей этой истории. Однако вдохнуть спасительную веру в товарищей мне, видимо, не удалось. К вечеру умер раненый штурман-оператор, замерз. Хотя и в воде ему побывать не пришлось. Так же, как и второй пилот, забился в судорогах, засуетился, попытался что-то сказать и отошел. Не стало человека. Я хотел было перетащить его в Лаз-5, а штурману предложил перебраться в освободившуюся лодочку, но тот замотал головой и как-то вяло отказался. Остался лежать грудью на полуспущенном борту большой лодки. Моя лодка была привязана рядом, и я пытался разговаривать с ним, не давать забыться, заснуть. Он нехотя отвечал, затем замолк. Пережить своего собрата, штурмана-оператора, ему удалось всего лишь на 40 минут. Я остался один. Не знаю зачем, может, хотел ракет поискать, чтобы было чем себя обозначить в темноте, если придет помощь. Но я забросил руку через борт и пошарил на дне лодки. Что-то зацепил в воде, потянул. Оказалось парус. Вытащил его к себе и накрылся. Получилось что-то вроде палатки надо мной. Должно быть, это и помогло мне не замерзнуть. Под парусом установился микроклимат. Это и спасло меня. Теперь надо было продержаться до утра, не уснуть. Стал напоминать себе, что когда наступает спокойствие, становится теплее и как бы согреваешься, это обман. Надо заставить себя двигаться, чтобы выйти из состояния дремы. Когда начинает трясти, бьет озноб, когда ощущаешь холод, это хорошо. Апатия в таких случаях верный путь к гибели. Я вспомнил, что у меня остался бортпаёк. 2 баночки сока, маленькая баночка тушенки и 3 галеты и шоколадка. Сразу захотелось есть. Я съел тушенку, 2 галеты, выпил сок, а остальное приберег на потом. Второй раз я поел уже часа в 3-4. Не помню во сколько точно. Хотя мои часы шли, я постоянно посматривал на циферблат, узнавая время, но в памяти этот момент не отложился. Ног я не чувствовал уже совсем, но все время пытался заниматься зарядкой. Заставлял себя представить, что там мои пальцы, мои колени, и я их сгибаю, ими шевелю. Кисти рук тоже онемели. Я их пытался отогревать подмышками. Какое-то тепло под курткой еще оставалось. Вначале я в лодке сидел. Потом, когда ослаб, съехал и полулег. В лодке была вода. Холод захватил живот и спину. Я перестал ощущать свое тело до плеч. Плечи и руки находились над бортами лодки. Чтобы не заснуть, я стал припоминать стихи, читать их вслух. Силился вспомнить забытые строчки, пел, говорил сам с собой, только бы не заснуть.
Может, это банально звучит, но так было. Припомнил сцену из фильма «Чапаев», где он плывет через речку и из последних сил кричит: «Врешь, не возьмешь». И также я закричал, был такой момент. Перед глазами пронеслось прошлое, вся моя жизнь. Умирать не хотелось. Начало рассветать, и вдруг я услышал человеческие голоса. Подумал, галлюцинации начинаются. Но голоса не пропадали. Где-то рядом негромко разговаривали люди. Сбросил с головы парус. Оранжевая лодка стала белой, борта ее обледенели. Штурман-оператор на лодке превратился в глыбу, а штурман съехал в воду. Из воды торчала только одна его рука. Фал, которым тот привязал себя в последние минуты жизни к борту, удерживал тело. А голоса опять слышны, не исчезают. Я обернулся. В это было трудно поверить, но неподалеку оказалась подводная лодка. На ней были люди. Моряки заметили меня, поняли, что я жив, значит, есть кого спасать, зашумели. А я уже и обрадоваться этому не в силах. Спустили на воду ялик, пробились сквозь шугу, я еще какие-то силы в себе нашел, чтобы попытаться им помочь. Нелегко далась подводникам переправа меня на борт. Но это была последняя трудность. Потом за меня взялись медики. Раздели, обмыли и натерли спиртом. Тело заледенело, отсутствовала температура. Обычным термометром ее невозможно было измерить. Дыхание было, как у собаки во время бега, учащенное. И побоялись применять сильнодействующее средство. Вдруг остановится сердце. Температура стала появляться через часа 3,5, после того, как меня вторично натерли спиртом, обложили грелками и закутали в одеяло. А когда тело нагрелось до 38 градусов, начали сбивать температуру. Сразу прилетел вертолет, но решили сначала на подводной лодке подбросить меня поближе к берегу, а там уже на катере и в госпиталь. В 5 утра я был уже в палате. Здесь я пришел в себя настолько, что смог вкратце доложить командованию о случившемся. Воспоминания, не скрою, давались в эти мгновения очень тяжело. Врачи приостановили разговоры. Боялись, что у меня откажут почки, ведь я пробыл в ледяной воде более 17 часов. Решено было отправить меня во Владивосток, где имелась необходимая аппаратура. Там сразу в реанимацию. Долго не удавалось меня усыпить. Перевозбужденный организм не хотел поддаваться. Но зато, когда я уснул, меня не могли добудиться целых 2 суток. Очень помогли мне врачи, за что им огромное спасибо. Не было ни пневмонии, ни даже насморка, никаких последствий. Помогла барокамера, нетрадиционные методы лечения, аппарат по очищению крови Изольда. Ну и, конечно же, заботы жены. Она у меня медик и сразу прилетела с Камчатки. С рук и ног кожа вся была удалена, но ампутации конечностей удалось избежать. Врачи решили, что организм справится. И верно, через 1,5 месяца я начал вставать на ноги. Ощущение было такое, что руки и ноги не свои. Заново приходилось учиться ходить, держать ложку, писать. А еще через 2,5 месяца меня выписали из госпиталя и направили в санаторий. Лечение было закончено. На разборе встал, конечно, вопрос, почему действовали так, что большинству членов экипажа не довелось выжить, ведь имелись же средства спасения. Скажу так, экипаж был опытным. Мы проводили тренировки на воде, работая со спасательными средствами. Но тренировки проводились при нормальной для жизни температуре, отнюдь не в условиях, приближенных к тем, в каких мы оказались. А тут еще столько непредвиденных факторов. Так и получилось, что из 4 покинувших самолет уцелел я. У нас на Востоке не было своего центра подготовки летчиков для выживания в экстремальных условиях, а подготовка такая была необходима. На этом закончился рассказ единственного выжившего летчика. Однако есть вопрос, почему спасательные силы и средства задействованы не были, хоть и были в соответствующей готовности. В том числе в самой эскадрилье имелся самолет-спасатель, способный нести на борту спасательный катер «Фрегат». В 1982 году на советские киноэкраны вышел фильм «Случай в квадрате 3680». Там самолет Ту-16 сбрасывает терпящим бедствия спасательный катер. Это и есть «Фрегат». В фильме показан экипаж Ту-16, одетый в оранжевые костюмы МСК, морской спасательный комплект. В действительности экипажи на самолетах Ту-16 не летали в таких костюмах
из-за невозможности подключить его к системе вентиляции самолета. Попросту, МСК не был приспособлен для полетов на самолете Ту-16, так же как и самолет Ту-16 не был приспособлен для подключения МСК. Так что летчики в этих костюмах – чистый вымысел киношников, так сказать, для красоты. Зрителю полагает знать, что в МСК экипаж мог бы находиться в холодной воде в течение 12 часов, при нахождении на плаву в воде при температуре воды от 0 градусов и при температуре окружающего воздуха до минус 15 градусов. Также было довольно странно, что поисками экипажа Ефремова занимались изначально гражданские летчики и корабли флота, хотя в полку имелись все средства для организации спасения своими силами. Прошла ночь, и только на следующий день командира нашла подлодка. Некоторые очевидцы событий утверждают, что поиск терпящего бедствия экипажа не был согласован на вышестоящем уровне ввиду учений флота, так как поисково-спасательная операция могла помешать ходу учений. Последствия. Вскоре после выписки и реабилитации командир был отстранен от полетов и назначен на должность начальника парашютно-десантной службы в отдельной авиационной эскадрилье в поселке Романовка Приморского края. Дальнейшая судьба капитана Ефремова закончилась трагически. Он ненадолго пережил членов своего экипажа. Константин Ефремов погиб в дорожно-транспортном происшествии во Владивостоке. По некоторым данным, он попал под поезд. Затонувший самолет позже был обнаружен военными водолазами. По воспоминаниям одного из участников тех событий, мы были у самолета в сентябре-октябре 1988 года на спасательном подводном снаряде АС-19. Лежал Ту-16 на грунте почти целый на глубине 180 метров. Не было конца левого крыла, метра 3. Аварийные люки передней кабины были открыты и над местом командира, и над местом правого пилота. Пытались поднять верхний блистер штурмана, но оргстекло не выдержало волнения на поверхности. Кормовую огневую установку найти не удалось. После этой катастрофы на всех самолетах Ту-16 была сделана доработка. Поставлена ограничительная планка, исключающая выключение двигателей. В процессе полета командир убрал обороты двигателей на малый газ и не заметил, как полностью выключил рудами двигатели. На этом все, друзья. Оставляйте свои комментарии, будьте в них сдержаны, соблюдайте правила интернет-сообщества и проявляйте взаимное уважение. Берегите себя на земле, на воде и в небе, и будьте здоровы. Всем добра и до новых встреч на моем канале.